Муслимбей, а насколько в крымско-татарской поэзии распространена форма рондо? Я впервые слышу про такую форму. Значит, не распространена в крымско-татарской поэзии форма рондо. Это когда начинается и заканчивается примерно одним и тем же. Да? Ты А почему вы начал. решили вспомнить про эту форму? Да потому что мы говорим уже после того, как мы поговорили с Синовером Кадыровым, мы там в конце подошли к тому, с чего мы начинали. И мне очень было интересно пройти с Синовер Огой вот этот путь, который, в общем-то, речь шла о 35 годах. А что это за 35 лет? Это 35 лет национальному движению крымских татар. Я скажу честно, мне было сложно проходить эти 35 лет сыновей Ага, потому что Да тебе еще 35-то нет. мне 35 нет, это правда. При этом хотелось задать больше вопросов, при этом было очень сложно перебивать, потому что информации много интересной. И мы затронули много важных тем, о которых хотели поговорить. Эта А тема, те, которые не затронули мы, затронул Синовер Ага. да. Мы проговорили тему Курултая, тему Меджлиса, что сейчас с национальными органами, что было и как они создавались. Мы проговорили Всемирный конгресс крымских татар, проговорили Громадскую раду, общественный совет, проговорили ветеранскую раду. Впечатлений много. 2 словами или 3 словами, как бы вы описали сегодняшний наш разговор? 2 или 3, будь конкретнее. 3. 3. Слушайте, думайте, действуйте. Мы пригласили сегодня к нам на подкаст крымско-татарского общественного деятеля, диссидента, одного из лидеров правозащитной организации «Азатлых», политзаключенного советского времени, бывшего члена Меджлиса крымско-татарского народа, делегата Курултая 2 и 5 созывов, наверное, и других созывов, вы меня поправите, одного из тех, кто стоял у истоков современной политической системы крымско-татарского народа и закладывал фундамент институтов национального движения, включая созыв 2 Курултая. Я, например, думаю, что, как и у многих других людей из крымско-татарского общества, Синовер Кадыров деятель не только крымско-татарский общественный, а поскольку боролся против целого советского режима, то масштаб его и других крымских татар деятельности выходит за рамки. Тем не менее, сегодня сосредоточимся на том специфическом, что есть у Синовера Аги и что есть у крымских татар. И этим специфическим является то, о чем сказал Муслим, Курултай. О Меджлисе многие из нас имеют представление, мы постоянно слышим Меджлис, Меджлис, Меджлис. Вот что такое Курултай? 35 лет 2 Курултаю, вы один из руководителей и человек, который закладывал фундамент этой институции. Что с ней сейчас происходит, почему мы практически ничего о ней не знаем? Добрый день. Небольшую такую правку, ремарку, скажем, не руководитель, а, собственно говоря, один из членов Меджлиса, поскольку это, в общем-то, орган представительный, и он коллективный орган. Это, во-первых, и во-вторых, конечно, я не мог стоять у истоков национального движения, поскольку национальное движение зародилось до моего рождения, и поэтому я влился уже в существующее национальное движение, будучи молодым, это в 70-е годы, я всегда называл, что мы как раз-таки уже первое, наверное, поколение крымских татар, которые родились в депортации, в местах изгнания, и которые уже вливались в ряды национального движения. И, как правило, я добавляю, что мы вливались в то время, как раз-таки очень большой упадок в национальном движении, очень большое разочарование в народе. Там этому предшествовали, конечно, много причин.
когда, как мы говорили, вот если самое дунешь на листок, на листок дерева, оно не шелохнется, ветерок дул, и лист не трепетал. Вот в этот период как раз-таки как бы вот вливается новое такое поколение, вот это вот уже мое поколение, и оно привносит, собственно говоря, уже свои, свои ну, и методы, хотя, собственно говоря, они тоже уже зарождались старшим поколением, к которому относился уже и Мустафа Джемилев. Мустафа Джемилев ведь тоже не он стоял у истоков, а тоже молодым вошел, но они в середине 60-х годов уже ориентация расширилась и так далее. А мы просто уже имели возможность избрать какое течение, подкрепить своим участием, поскольку национальное движение состояло из течения, назовем так, идеологическое воззрение. Оно немножко расходилось. Приходилось плыть против течения иногда? Ну, будем говорить так. Если в общем говорить, конечно, не было ничего такого против течения, потому что цели и задачи у всех были одни. Возвращение в Крым, восстановление народа в правах, возврат незаконно изъятого имущества и, в общем-то, жить на родине, возрождаться и развиваться. Поэтому в этом плане никаких противоречий не было. Противоречия заключались в другом. В выборе тактики борьбы, в выборе, будем говорить, союзников и так далее. Потому что вот всем известно, ну как всем, по крайней мере, те, которые занимались, им известно, 3 крупных течения было. Эти течения у нас они идеологически немножко расходились, но людям известны были по именам их лидеров. Это были годженовцы, это были юровцы, и это был ЦИК, который называли, в общем-то, джемилевцы и так далее, хотя Джемилевых было 2. Был Решат Ага Джемилев, тоже диссидент, советский диссидент известный, и Мустафа Джемилев. Вот среди них всех самый молодой был Мустафа Джемилев. Синавир Ага, да. Вот сейчас, как вы видите, дерево и листья на нем колышутся или нет? Что происходит с национальным? Ой, я сейчас скажу. Или они опадают? Вы знаете, вот очень хороший и удачный вопрос по одной простой причине. Можно действительно проводить где-то вот параллели и аналогии, искать того периода, когда я входил в движение. Это 70-е годы, да, середина 70-х годов. И сегодняшние. Вот, Муслим, вы, наверное, очень вам сложно будет представить, но старшему поколению несложно будет. Сегодняшняя молодежь, которая, в общем-то, наверное, по праву говорит, да, что чуть ли... Хотя, может быть, я немножко неправильно сказал, не по праву, они вроде бы и претендуют на что-то, и по праву претендуют. Другое дело, их действия не подкреплены вот тем устремлением, о которых они заявляют и так далее. Вот в отличие от них мы говорили и рассчитывали только на себя. Я сейчас попробую расшифровать, что я имею в виду. Сегодняшняя молодежь, она мне напоминает комсомольцев тех лет. Как партийные боссы карьеру делали, комсомол, и особенно если есть лохматая рука, она его тащит, и, собственно говоря, он растет. Точно так сегодня наша молодежь представляет так: дай им флаг в руки, и они, собственно говоря, как бы достойно поведут. А взять флаг в руки и заявить, предложить обществу, что
что мы хотим сделать, как мы хотим сделать, и пойти, повести за собой, этих движений я не вижу. Вот они очень... Такая предъява нашему поколению. Нет, они, вы извините, они, собственно говоря, приходят и Меджлису заявляют, вы, собственно говоря, не даете молодежи расти. Кто не дает? Площади вон, спокойно. Мы площади занимали сами, мы не шли и не просили нас старших, собственно говоря, дать нам флаг. И сам мы этот флаг взяли сами и пошли. Почему я и говорю, вот тогда лист не трепетал. Мы искали пути, искали для себя определяли некие задачи. Более того, я скажу, мы даже немножко, это мы потом, собственно говоря, стали более, мы были очень радикально настроены были. Советская молодежь, она воспитывалась на каких образах? На образах борцов каких, да? Таких революционных, там, я не знаю, и так далее. Ну, и для нас Спартак, это, да, для нас это было естественно, и поэтому ничего удивительного не было, что мы вот в начале, да, такая молодежная группа была, она разрабатывала свои тактики вплоть до вооруженного сопротивления, поверьте. И только случай нас заставил пересмотреть нашу позицию. В Москве был совершен теракт в метро. Это были армянские активисты. О, да, там у них, да. И самое поразительное было, власти очень сильно использовали эту ситуацию, когда видных диссидентов армянских приговорили к смертной казни, опираясь на это. И мы, собственно говоря, это нас немножко встряхануло. В каком плане? Не в плане, что смертная казнь и так далее. Мы испугались другого. Мы испугались того, в случае какой-то неудачи обезглавливается народ. Возродить лидеров не так легко. Это время, это период. Армения имела свою республику. Хорошо или плохо, это коммунистическую, но это была национальная республика. Да, с коммунистическим уклоном. Да, мононациональная, в отличие от других, да. А мы народ без, как говорится, без родины, с флагом, но без родины, без каких-либо самых структур, разбросаны, без прав. И в этих условиях, когда мы за много лет, хорошо или плохо, наработали лидеров, и они есть, на которых ориентируется народ, хорошо или плохо, тема Крыма, как бы это не было, скажем, не нравилось властям и так далее, но движения были, независимо от того, я беру, скажем, крайне левых наших центристов, прав и так далее. Я не по поводу. Главное, что тема Крыма, она в народе жила. И в подобном случае обезглавливают народ, и, собственно говоря, через несколько лет народ прекращает свое существование. И в этой связи, например, Курултай мог стать, я так допускаю, тем органом, где могло формироваться новое запасное, так сказать, руководство. Скажу более того. Конечно, Курултай – это уже период другой, и условия другие, потому что то, что я говорил, это в условиях депортации, это 70-е годы, когда альтернативу нам предлагали создание нашей национально-территориальной автономии в Крыму. В Узбекистане. Это было дважды. Начало 70-х годов – это Джизак. Там у нас были уже были лидеры национального движения, но и были руководители
областных масштабов у нас был первый секретарь области, а это для того периода. Это вот представьте, руководитель Крыма, тогда Крым область же, вот такая область это самая. Одним или двумя словами, а узбеки как к этому относились? Знаете ли, вот здесь, собственно говоря, почему я сказал, два было. Была потом информация, что первый был это Джизак, но Джизак был родиной Рашидова. Рашидова, и якобы были потом ходаки от узбеков, которые, в общем-то, старались отговорить. Но, собственно говоря, нам и не нужно было их добро или сопротивление. Мы сопротивлялись, мы не соглашались на эти республики, потому что мы понимали, что в результате этого акта мы лишались Родины навсегда. А второе, это был уже, когда первое, это тоже, собственно говоря, проект отпал больше из-за сопротивления народа. Второй, это был Мубарек, чуть позже. Но его тоже, а вот как раз-таки для того, чтобы свалить проект Мубарек, очень большой вклад был как раз-таки нашего поколения, молодежи. Это как раз-таки массовая голодовка Татлита, до этого 83-й год, когда студенты повально отказываются от дипломов, которые отказываются ехать в Мубарек, ведь туда буквально начали группами направлять. И было условие, если отказываешься ехать, а ведь тогда закончил, отработка. И вот всех посылали туда. И студенты, когда начали отказываться, им сказали, вы не получите дипломы. И буквально все студенты отказались от получения дипломов. Но самое поразительное было, их поддержали родители. Для родителей, которые работали, чтобы дать сыну, дочери образование, а потом, в общем-то, остаться ни с чем, это было, в общем-то, что-то. И поэтому это немножко разные вещи. Курултай, он, в общем-то, сама идея Курултая, возрождение. Ну, это наш национальный институт исторический, да, это 17-й год и так далее. И знаем, чем закончился тот Курултай. А здесь уже идет период массового возвращения народа. Как раз-таки вот возвращение народа, активность была связана именно с представителями того течения, которое было известно как вот джемилевцы или диссиденты, как хотите. Это была сначала инициативная группа, а 89-й год – это ОКНД. И вот здесь, если по времени посмотреть, здесь очень интересный момент идет. 89-й год. Очень большая активность по всему Союзу. Конец 89-го уже идет на местах, а это мы имели такую информацию, что был инструктаж. И, в общем-то, самая инструкция была спущена еще с Москвы, когда вся вертикаль коммунистической власти на местах, ребрендинг такой произошел, они начали называться народно-демократическими этими. И задача была возглавить вот эти вот будем говорить, не восстания, а, собственно говоря, вот эти вот массовые народные движения, которые для властей, как казалось, они неконтролируемы. А для них надо было... Попрошу вас, давайте попробуем про сегодня поговорить. Вот как раз-таки... Нет, Курултай... Вот как раз и подошел. Да, вот как раз-таки Курултай, потому что у нас было такое еще, что это, в принципе, идея возрождения этого Курултая. Если она и была в народе, но она еще вызревала и в кабинетах КГБ. Почему? По одной простой причине.
вот это вот движение, которое я говорю, да, ОКНД, настолько активно было, ведь процесс возвращения народа был не благодаря, а вопреки. Нету ни одного постановления, ни одного, скажем, законодательного акта, который бы способствовал нашему возвращению. Народ возвращался самостоятельно и вопреки всевозможным там программам и так далее, и так далее. И вот для того, чтобы обуздать вот это вот все, как бы взять под контроль. И здесь, в общем-то, появляется, с одной стороны, идея активистов национального движения и самого народа объединиться в единый институт, возродить национальные политические институты, и, с другой стороны, проект властей взять под контроль. И скажу почему. По одной простой причине. В орггруппе, если ОКНД мы представили всего 2-3 человека в орггруппу, основная масса членов орггруппы были из бывших партхозноменклатуры, из числа крымских татар. Ну, к примеру, сегодня покойный Сервер Амеров, он там был министр строительства. Более того, он и за рубежом работал, а тогда, собственно говоря, крымский татарин за рубеж, где-то в Египте, что ли, что-то такое-то. И у него, собственно говоря, свояк, да, это если его... Свояк. Да. Нет, его сын был женат на дочери министра рыбного хозяйства СССР. Ну, значит, министр был ему своя. Да. То есть там было все. И, конечно, здесь вот слились два этих, будем говорить, проекта воедино. И, но основной движущей силой возрождения организации. Они, собственно говоря, как орггруппа, как идеи, это руководители, а руки-ноги были это члены ОКНД. И вот таким образом проводятся выборы, а выборы, вы представьте, масштабы СССР, это надо выборы провести в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизстане, в Казахстане, в России провести, в Прибалтике провести выборы, везде выборы проводились, а выборы были двухступенчатые. Очень удачно выбранное самое по одной простой причине. Для дисперсного расселения, при отсутствии государственных институтов и их, будем говорить, поддержки, все это было вот сделано руками самого народа. И поэтому были выработаны принципы и правила, и квоты установлены. Таким образом, прошли выборы по всему бывшему СССР. И 91 год в Симферополе в июне месяце состоялось первый, ну, он съезд назывался, съезд делегатов крымско-татарского народа. Мы его назвали вторым, он был первым после, скажем, военным, но исторически мы, поскольку указывали на преемственность, это был второй Курултай крымско-татарского народа. Сыновья Рога. Да. И все-таки я возвращаюсь к тому, как я сформулировал вопрос, почему сейчас мы так мало слышим о Курултае. Он что, уже изжил себя как инструмент? Или кто-то не заинтересован в том, чтобы он был, и, например, сменил некоторые другие руководящие органы? Здесь надо соотносить это все с тем, с реалиями сегодняшнего дня. То, что о нем мало слышно, это объективно по одной простой причине.
до 14, после 14 года в связи с оккупацией Крыма институт Курултая не исчез, но он прекратил как бы свою активную деятельность там. Члены Меджлиса продолжают оставаться, проводят по мере возможностей для тех условий какую-то работу с массами, но уже вот в той форме, как политический институт, представляющий народ, как представительный орган, конечно, они не могут собираться, потому что последний раз это было апрель, да, апрель-май, апрель, март-апрель, когда вот? В 2014 году. Я думал, вы говорите о... Понятно, да. Но в таких условиях и с такой необходимостью определенные функции Курултая мог бы исполнить Всемирный конгресс крымских татар. Не совсем согласен. Нет, это разные институты. Другое дело, вы были бы вправе требовать этого от Меджлиса, поскольку Курултай, он избирается на 5 лет, а между сессиями Курултая полномочия единого высшего представительного органа крымско-татарского народа – это Меджлис крымско-татарского народа. То бишь, эту работу должен делать Меджлис. Другое дело, что, учитывая те условия, при которых созвать Курултай объективно невозможно, следовательно, мы, пользуясь, будем говорить, да, аналогией, исторической аналогией, Курултай, собственно говоря, продлевает свои полномочия, наделенные его Курултаем. И когда сегодня говорят, что вот Курултай, там сроки истекли и так далее, здесь, в общем-то, от незнания и как бы не сыграть на руку нашим противникам, в первую очередь России. Но да. не приходим ли мы, крымские татары, к тому, что наша политическая жизнь в связи с положением, которое происходит, и мы понимаем, и принимаем его, она скоро будет приобретать те же формы, которые приобретала до этого, которые приобретали вы до этого, все эти инициативные группы. Не будем ли мы возвращаться вот к этой истории? Смотрите, почему вот я отвечаю еще на вопрос, да, здесь самый Всемирный конгресс, это немножко другой институт по одной простой причине. Если Курултай, если можно назвать, что он ограничен в своем составе, что делегатом Курултая может быть крымский татарин, либо член его семьи, потому что есть смешанные браки, достигший 18 лет, имеющий право и так далее, являющийся гражданином Украины, то Всемирный конгресс там представляют и наши представители в диаспоре и так далее. Они могут в какой-то части ретранслировать идеи, задачи и положение народа и так далее по миру, способствовать тому, чтобы привлечь мир на свою сторону в защиту нашего населения, которое оказалось в оккупации и в очень сложном. В этом да. А вот что касается полномочий Меджлиса, полномочия остаются за ними. Понятно, здесь индивидуальные, здесь особенности личностного плана. А то, что вы говорите, Муслим Бей, никто не мешает общественным организациям объединяться, разъединяться, но каждый, в общем-то, выработав свою программу реализации, где основной целью является там, я не знаю, восстановление народа в правах
индивидуальных, коллективных, возрождение его культуры. Я не знаю, там много-много чего. Пожалуйста, дерзайте, делайте. Другое дело, здесь вы можете сказать, Меджлис нас не поддерживает. С этим могу согласиться. Здесь есть, как вы личностный видите, фактор. Что будет со временем с Меджлисом и Курултаем? Плюс 10 Вот смотрите, лет. если исходить из того, что два варианта берем, да? Два сценария. Крым освободили. Тогда это уже вступает в силу закон о коренных народах и так далее, и так далее. Хотя там этот проект тоже можно, знаете... Там все будет шикарно, и мне кажется, мы очень надеемся на это. Знаете ли, я далек от мысли, что будет все в шоколаде. Может оказаться гораздо плачевнее, нежели вам кажется. И даже не в халве. Да. Даже мы можем столкнуться с очень серьезной проблемой по одной простой причине. Я позволю себе такое небольшое замечание. На мой взгляд, в Украине самая большая проблема – это внутренняя, это, на мой взгляд, не сбалансированная, если не сказать неграмотно построенная этнополитика. Вот это самая большая, на мой взгляд, проблема, которая в итоге привела ко многим тем проблемам, которыми воспользовалась Россия. Да, мы можем сказать, что Россия закладывала, но она закладывала нашими руками, имеется в виду руками граждан Украины и так далее. То есть, если, скажем, ситуация не происходит, давайте будем говорить так. По аналогии, Литва, берем, правительство в изгнании там находилось вплоть до хотя они многие умирали, а вместо них, продолжали. Самое главное, что вот тогда Британия при любом случае, когда дело касалось взаимоотношений с СССР и так далее, они говорили о прибалтийских республиках. То же самое здесь, но сегодня будем говорить, не Украина одна, а мир в этом помогает, и в первую очередь в нашем вопросе помогает Турция очень сильно. Здесь беда, знаете, не в том, что если остается так, как сегодня, оккупированная территория, полномочия Меджлиса автоматически продлеваются, потому что они были избраны, и в силу объективных причин они продлеваются. Другое дело. Вот вы знаете ли, на мой взгляд, самая большая наша слабость. Я не знаю, как вот сейчас будет после того, как Меджлис придали ему статус единого полномочного представительного органа. На мой взгляд, здесь Украина должна была, собственно говоря, более открыто заявить. Она должна была в вопросе Крыма не просто мы, как крымские татары, мы должны были предстать в этом вопросе как третьим субъектом в вопросе Крыма. Очень правильное, на мой взгляд, течение мысли, но тут, когда мы, и не только Синовирога, но в принципе украинцы часто цитируют вот этот пример непризнания оккупации Балтийских республик, Балтийских государств, там есть одно кардинальное отличие. И Эстония, и Латвия, и Литва по 20 лет были независимыми государствами. Крым в любом случае был частью территории, которую одно государство
ну, кроме, конечно, присоединения, захвата России в конце XVIII века. Дальше это не независимая территория, это часть территории. Вспомните, да. сыновья Рога. Да. Ни Америка, ни Британия, никто не говорил, мы не признаем, что западные территории Украины вошли в Советский Союз. Мы не признаем, что западные территории Белоруссии вошли. Всегда все сводилось к этим 3 Балтийским республикам. Вот. Я прекрасно понимаю то, о чем вы говорите, а я и не утверждаю, что Крым был независимым, но Крым был самым слабым звеном в независимой Украине, в демократической Украине, по одной простой причине. Дамоклов меч висел, да, 54-й год и так далее. Но давайте будем говорить так. Одним из аргументов, который, в общем-то, в противовес российской пропаганде, что представляет Украина, что по закону, в общем-то, Крым не имел права проводить референдум и так далее, и так далее. Знаете ли, на мой взгляд, это правильно, но в то же время, я скажу так, это немножко очень слабое по одной простой причине. Вообще-то, если взять, да, обратиться к истории, ведь эту автономию признали в результате проведения референдума в 1991 году, и признал его результаты того референдума признал Киев. В то время как мы выступили против этого референдума. Потому что тот референдум в 1991 году всецело игнорировал наши права и в противовес восстановления нашим прав предоставили в результате того референдума послевоенным переселенцам предоставили право на автономию. Невольно признав, они любят говорить о крымчанах, как о неком этносе. Право на самоопределение только за этносами. Согласен. И поэтому вот здесь Украина могла бы сделать акцент на том, что крымские татары, как коренной народ, не участвовали в этом референдуме в 2014 году. И давайте будем говорить так. Почему я был сторонником того, что Украина должна была восстанавливать нас в правах. Не просто там признавать или еще что-то. Здесь интересная такая ситуация, когда вроде бы сегодня, почему общество в Украине в отношении крымско-татарской проблемы, оно как бы неоднозначно? Да по одной простой причине. Потому что государство не ведет политику восстановления в правах, восстановления в пораженных правах народа. Ведь общество же не возмущалось, когда был закон о восстановлении, о реабилитации политических жертв политических репрессий 37-х годов и так далее. Но самое интересное, там 37-е, 48-е, крымские татары туда не попали. 1944 год крымские татары не попадают, но крымские татары 1937 годов, они попадают под этот закон. То есть, если бы Украина повела бы процесс на восстановление наших прав, исходя из того, что мы были, в отношении нас было совершено преступление, но, да, Украина здесь не причастна, но после 1954 года Украина невольно становится тоже где-то соучастником, потому что, начиная с 1954 года, по 89-й, по 90-й год, по 91-й год, так и не было. Напротив, 60-е годы, конец 60-х, 70-е, люди, которые набрались смелости, возвращались, в отношении них уже работала репрессивная машина Украинской ССР. Да, это был СССР, но выносились решения именем Украинской Советской Социалистической Республики. Синевирова, да. Сложное все это хитросплетение. Я, например, считаю, что нам давно пора восстановить
в законодательстве национально-территориальную автономию крымско-татарского народа. Кстати, идея правительства в изгнании, я ее давно тоже отстаиваю, подчеркнув этим, да, создать, скажем, правительство вот этой крымско-татарской национально-территориальной автономии в изгнании, таким образом подчеркнув твердость здесь... наших намерений, дослушайте меня. Да. Но здесь мы попадаем в ту самую уловку 22, о которой вели речь вы, когда говорили о том, что война и меджлис переизбирать нельзя. Все подобные предложения наталкиваются на «а нам же Конституцию для этого нужно поменять». А в условиях войны это невозможно. А президента мы тоже сейчас переизбрать не можем, потому что война, и вот пока война будет, а война будет еще ого-го сколько. Я, когда хотел немножко вот здесь вот высказать, в какой части не согласен. Я не согласен со статусом правительства в изгнании. Скажу почему. По одной простой причине. В этом случае мы должны... В этом случае... о литовском правительстве. Нет, это аналогия... Аналогии, но не прямая аналогия. Хорошо. Я сейчас скажу, что я имел в виду. Давайте будем говорить так. Мы сторонники единой, независимой Украины в границах 1991 года, в том числе и Крым в составе Украины. Однако мы настаиваем на восстановление наших прав на нашу историческую землю. То бишь, национально-территориальная автономия, крымско-татарская автономия в составе единой, независимой, проевропейской и так далее Украины. В этом случае, исходя вот из этого, мы не можем называть правительство в изгнании. Экстерриториальным мы можем назвать экстерриториальным, поскольку территория там оккупирована, и если говорить о Меджлисе, к примеру, там немножко другой механизм можно предложить, то надо говорить об экстерриториальности, а не это термины и детали. Мы-то в целом в одном... Нет, дорогой мой. Это важные нюансы, потому что наши оппоненты могут играть на этом. Смотрите, Синоверага, давайте попробуем сейчас уйти от этой нашей крымско-татарской дихотомии, в которой мы живем, и попробуем поговорить о нашей крымско-татарской политике, которая есть. Вот не будем мы сейчас с одного поля уходить в другое, а попробуем вот погрузиться в себя самих. И поговорим о нас. Давайте будем говорить так. Были недавно попытки, да? Вот в этих условиях, когда мы не должны сами позволять игнорировать Меджлис, никому, и в первую очередь ни Москве, никому, а напротив, проталкивать, что у нас есть свой представительный орган и так далее, в том числе и в Украине. Да, мы хотим, чтобы в этом случае, да, мы сталкиваемся с личностным фактором, когда, в общем-то, со стороны Меджлиса мы не видим поддержки нашим устремлениям. Они тоже воспринимают нашу активность как, в общем-то, некую опаску. Да, вот даже очень сложно, потому что мы ведь не претендуем, мы даже если захотим, мы не можем их заменить. Мы не можем заменить по одной простой причине. Процедура избрания членов Меджлиса происходит на Курултае, который избирается прямым тайным голосованием из числа крымских татар, граждан Украины, проживающих там в Крыму и в Украине, прямым тайным голосованием. Выборы мы не можем провести, есть состав Меджлиса, мы
их полномочия оговорены положением о Меджлисе, утвержденном Курултаем. Это документы, регламентирующие деятельность Меджлиса и так далее. В этих условиях мы должны заставить Меджлис выполнять функцию координирующего органа, не просто там ткнул, вот ты иди туда, ты иди сюда. Координирующего органа всех этих общественных организаций и крымско-татарских организаций, проживающих на материковой Украине, в том числе и не представители общественных организаций, а просто граждан Украины, крымско-татарского происхождения, вовлечь в реализацию, будем говорить, большой программы восстановления народа в правах, его возрождения и развития. Мы не должны сегодня, если на то пошло, вот в части гуманитарных, да, будем говорить, в части гуманитарной сферы, да, мы очень безответственно относимся, мы теряем время. Если на то пошло, вот здесь вот опять-таки хочу провести аналогию. Историю Украины сегодня, это правильно написано, неправильно, это 10-й вопрос. Писали чуть ли не в эмиграции, в Канаде, этнические украинцы, которые там жили. И в Германии. И в Германии, и в других. Я просто что хочу сказать. Вот мы... При том, что здесь были институты, да? Институт истории и так далее, и так далее. Но там писали как бы независимые специалисты, а здесь, в общем-то, о независимости речи не было. Я к чему это? Кто мешает нам сегодня работать? А вот когда до этого предыдущий вопрос был, да, вот проект. Крым освободили. А где наши... У нас вопрос кадров, да? Так давайте думать. Мы сейчас снова уходим в момент, когда мы не говорим о национальной политике. Я вам предлагаю... Я сейчас... как раз-таки говорю о национальной политике. Смотрите, а можно еще одно предложение? Да. Давайте смоделируем ситуацию, где у нас все-таки произошел Курултай, я делегат Курултая, я находился в Крыму, вы глава Меджлиса, вы все это время находились на материковой части Украины. Кто в таком случае я? Вы международный наблюдатель. Да. И я вам задаю вопрос как делегат Курултая. Синавер Ага, неужели за 10 лет мы вам дали полномочия, и вы не смогли найти никаких механизмов для того, чтобы завести новых членов Меджлиса, сделать новую какую-то программу, сделать офис Меджлиса и так далее. Неужели это было невозможно? Вот смотрите, я сразу сходу, извините, да, опровергну все ваши самые предложения по одной простой причине. Собственно говоря, Меджлис не мог вводить новых членов Меджлиса. Поэтому давайте будем говорить так. Вот если у нас есть, да, какие-то претензии к Меджлису, надо исходить из их полномочий, из их, в общем-то, возможностей согласно тем документам, назовем их, да, правоустанавливающими документами Курултая. То бишь, он не может ввести новых членов Меджлиса, но ему не запрещено создавать всевозможные рабочие группы, всевозможные советы и так далее, консультативно-совещательный орган. Это не запрещено. Команды вокруг каждого члена Меджлиса. Да, это все не запрещено, и это можно. Но здесь вы правильно подметили, отсутствует стратегия, да? Потому что, когда ты создаешь некий орган, ты его создаешь под что-то.
Не просто потому, что мне муслим понравился и это самое. Нет, муслим хороший малый. Мы можем контактировать на уровне просто человеческих отношений. А когда дело касается органа, так давайте определимся, какие задачи перед нами стоят. И исходя из реалий сегодняшнего дня, исходя из наших возможностей, выстраиваем, скажем, стратегию, определяем задачи первоочередные. Члены Меджлиса есть, члены президиума, в конце концов, есть заместители и так далее. Да даже если нет заместителей, просто рядовой член Меджлиса сегодня здесь, он, собственно говоря, имеет право ему поручить возглавить то или иное направление. А вот он должен быть подкреплен, он может собрать из числа крымских татар и не крымских татар, которые поддерживают эти идеи и так далее, специалистов той области, которая за ним закреплена, они должны сесть, разработать, предложить Меджлису проект реализации этих задач, тактику, там, я не знаю, детализировать. И, собственно говоря, решением, будем говорить условно, потому что здесь уже, знаете ли, президиум есть, но самое главное, председатель закрепил, дал добро, и уже ты, как полноправный член Меджлиса, подкрепленный, назовем, решением Меджлиса, ты работаешь уже в этом направлении от имени Меджлиса и так далее. Прекрасно, да? У вас тоже есть вопрос, пан Андрей? А как же? То есть он идет от того, что сказал Сыновья Рога, о разных рабочих группах там и так далее. Да? Есть уже созданные определенные органы совещательные, которые могут вроде бы влиять на политику правительственных учреждений, там, министерств. Вот насколько вы следили за созданием такого нового органа, как представительство ветеранов от Крыма, ветеранский совет крымских татар, насколько нам нужен, вам нужен, но и нам нужен, не крымским татарам, если мы ведем речь о равноправном участии. Вот есть, скажем, ветеранский совет КРУКа, Украинского объединения Крыма, а почему его до сих пор нет украинских? Смотрите, вот для меня немножко непонятно. Вот я согласен с тем, что может быть в общеукраинском масштабе этот совет, все нормально, каждая область и так далее. А вот что касается Крыма, либо мы соглашаемся с тем, что он продолжает оставаться раздробленным на крымских татар и на братьев не крымских татар и так далее. Я вообще... Я не буду говорить сейчас о тех кандидатурах, которые представляю. Я немножко владею вопросом. Меня поражало, почему Меджлис втянулся вот в такое противостояние. Меджлис, имея уже статус, определенный государством, Меджлис имел право просто в общеукраинский совет представить от крымских татар, от коренного народа, сами между собой избрав своего представителя. Не надо было для меня, как вы себе представляете, есть крымские татары, это этнос, а крымские украинцы – это этнос. Вы знаете, не надо до абсурда доводить. Это даже не субэтнос. Да, не надо вот ситуацию доводить до абсурда. Просто не надо до абсурда. Я уже могу закрыть глаза на то, что Севастополь просто как административная единица и так далее. Хорошо. Там просто мы сейчас не говорим о Севастополе, но за Крым вообще не должно было быть никаких проблем. Крымские татары должны были представить Крым в этом совете, и никаких проблем не должно быть. И поэтому здесь, если откровенно,
напротив, вот это вот внутреннее противостояние, вы знаете, некоторые вещи в государстве, будем говорить, да, вот почему я говорил, что надо принять позицию государства в части не признания прав крымских татар, а восстановления их прав. Потому что признание, а здесь может, это иначе относится к этому. Можем признать, можем не признать, какие условия и так далее. А вот восстановление, то бишь были права, которые были мы поражены в силу преступных действия властей в отношении нас. Здесь уже не у каждого язык повернется сказать, не надо признавать, восстанавливать. Как так? У тебя отобрали, тебя ограбили, и значит, если я против того, чтобы тебя восстановили в правах, тебе вернули то, что у тебя отобрали силы и так далее, значит, я становлюсь соучастником этого преступления. Давайте проведем такое. Предполагает ли восстановление в правах реституцию? И не этого ли боятся те, кто не желает восстанавливать права? Вот смотрите, ведь давайте будем исходить из того, что мы, собственно говоря, люди, мы считаем себя, в общем-то, все цивилизованными и так далее. Давайте будем говорить так, мы же не дикари. Более того, поверьте, что касается конкурентоспособности крымских татар в вопросах жизнеспособности и так далее, мы еще можем со многими соперничать достаточно серьезно. Я вам скажу исторический факт. Мы за одно поколение не просто встаем, не просто создаем базу в виде, знаете ли, образованной части образования и так далее. Так мы материально успеваем создать уже наследство. Мы возвращали... Почему я сказал, что мы вернулись на родину не благодаря, а вопреки, опираясь сугубо на свои финансовые возможности и на свой дух, на свое устремление. Почему мы всегда в Крыму, когда нам говорили русские, вот они так любят, я не знаю, Россию и так далее, мы говорили, а в чем проблема? Вот мы любили, мы все оставили, мы приехали. И поверьте, действительно, вот наше поколение в Средней Азии уже себя чувствовали очень уверенно. Очень уверенно. Боюсь соврать, чуть ли не до 70% были с высшим образованием. Более того, уже, в общем-то, была ступенька. У нас было несколько министров. И так далее. То есть у нас был фундамент. И поэтому я и говорю, собственно говоря, мы здесь бы спокойно сели бы, вот то, что вы говорите с реституцией, я не откажусь от того, что отобрали у моих родителей и так далее. Но я могу сказать, окей, давайте делаем так. Человек не виноват, государство, да? Следовательно, мне возвращается мое. В некоторых случаях и человек виноват. Мы сейчас от этого будем уходить, потому что речь идет о государственной программе. В этом случае, Здесь такое, возвращаете мне, а его обеспечиваете. Это один момент, но могут быть разные моменты, где человек сразу, во-первых, и государство. Следовательно, делается программа многолетняя. В течение определенного времени я продолжаю жить, где-то мне тоже помощь оказывают государством, пока человеку предоставить эту возможность, либо он просто умрет, потому что, но он не имеет права передавать наследство и так далее. Почему я скажу? Я с этим непосредственно столкнулся, когда
покойная мама меня привела в свой дом и так далее. И она, хозяйка, сказала, сколько стоит дом. Они говорят, не, мы не продаем, у нас дети в Севастополе. То бишь, они это уже наследство собираются передавать. То, которое вот имущество награблено. Поэтому при желании это решить можно. Другое дело, этого ведь желания нет. Это просто отсылка. Как здесь люстрацию проводили, да, ради галочки. Люстрации не были, но вы поднимите документы, вы столкнетесь с тем, что люстрация прошла и так далее. Сыновья. Да. Я очень хотел бы, чтобы мы не вырезали все, о чем мы говорим. Именно поэтому у нас осталось буквально 10 минут. Окей. Еще 2 темы. Давайте мы их лаконично попробуем закончить, чтобы вы вообще ничего не вырезали, оставили все как есть, потому что каждая ваша мысль, которая звучит, она важная и нужная, но нам бы хотелось услышать и ответы на наши вопросы тоже. Про громадскую раду. Год назад, практически в сентябре, всех позвали. До ноября должны были утвердить положение. В январе уже готовы были выходить. Уже год прошел, нет громадской рады. Кто виноват? Общество или орган, который придумал, да, эту громадскую раду? Что происходит? Что вы думаете о громадской раде? Давайте нужна она или нет? я сразу скажу, что общество. Общество виновато по одной простой причине. Во-первых, не орган придумал эту громадскую раду, а это было предложение снизов. И скажу, почему они сами виноваты. Давайте сделаем так. Вот как раз-таки чем отличается, почему я говорю «мы» тех лет от вас сегодняшних. Потому что я предлагал свои услуги и готов был поддержать и так далее. Да, мы видим некую такую хитрость. Решили заболтать, там под ковер и так далее. Тему отодвинули. Кто мешал? Те, которые там были. Те, которые очень хотят собраться, принять некий документ, объединившись, по факту заявить о себе и поставить в известность Меджлис, что мы берем на себя ответственность, грубо говоря, ревизировать деятельность Меджлиса в сегодняшних условиях. При том, что ревизионная комиссия Курултая не может объективно работать, а мы есть представители народа, мы есть те, которые избирали вас. И вы, да, вы руководство, но вы подотчетны. Сегодня вы не подотчетны Курултаю, но подотчетны нам. Другое дело, мы не можем синовер, там, муслим и так далее. Вот мы собрались, и мы готовы поддерживать Меджлис в его деятельности, но при этом мы хотели бы видеть, что делает Меджлис для реализации того или иного вопроса. И таким образом, и поверьте, ситуация бы резко изменилась бы. И он вынужден был бы посчитаться и идти на контакт и работать. Вот тут я согласен, даже если вы будете против. Я с этой мыслью согласен. Да, я тоже с этой мыслью очень согласен, потому что в свое время я принимал активное участие, например, в Народном рухе и в некоторых других. Народный союз содействия перестройке. Я просто припоминаю аргументацию, которая использовалась против Народного руха и НССП. Кто вам дал право называться народом, народным рухом? Вот точно так же скажут, а кто вас уполномочил быть представителями общества? Ну, практика показала, что да, когда ты настойчив, когда ты... Я есть часть народа. Да. Я есть часть народа. Что это такое? Мы говорим, что мы консультативно-совещательный орган. Мы не в оппозиции, но в конструктивной оппозиции. Это разные вещи. Быть просто в оппозиции, просто критиковать и так далее. А мы не критикуем, мы предлагаем
Но если вы отвергаете, тогда аргументируйте. Опять же вспоминаю, критикуя, предлагай. Да. Предлагая, Да. как там, воплощай. Да. Воплощая, передавай. И так далее, и так далее. То есть не просто на словах. Ну, понятно, да. Вопрос Сергей. Громадской Рады можем закрыть. Ко Всемирному конгрессу, который вы начали. К нему подойдем снова. Начал не я, а воля крымско-татарского народа Вот в разных... знаете ли, Да. вот что касается Всемирного конгресса, там произошла очень интересная такая ситуация, где на момент избрания и голосования, да, я отсутствовал, потому что я в составе редакционной группы был, и мы какой-то документ там отрабатывали. В этот момент избрали. К сожалению, вот здесь вот, ну, я думаю, что это небольшой секрет, если многие не обращают внимания, не говорят о том, что они не знают и так далее. Вот здесь вот председатель Меджлиса не по праву занимает эту должность председателя Конгресса. А кто должен занимать? По одной простой причине. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа не имеет права занимать руководящие органы ни в одном другом и так далее, и так далее. То есть, вот здесь вот. Тогда проигнорировали, этим самым подставили, по большому счету, его самого. Но он сам не знать не мог об этом. Другое дело, смотрите, вот здесь получилось что? Здесь что получилось? Конечно, есть объект для большой критики. Меджлис – это самое. А вот Конгресс, он должен был давно уже переизбраться и так далее. Но вот, скажем, знаете ли, я не знаю, это вот все-таки, наверное, фактор субъективный. Ведь Конгресс, деятельность Конгресса мы сегодня тоже не очень видим, да? Если он в свое время очень как бы собирался, принималось решения и так далее. Первый год, да. Не первый год, несколько лет. Другое дело, сейчас оно вообще, оно же ведь тоже избиралось на 4 или на 5 лет. Кажется, 4 года. Да. Ну, я сейчас не помню. В 18 году. А? В 18 году. Нет, в 19 Нет, году его, закончилось. это Конгресс 15-й год. Я говорю, в 19 году закончились полномочия. И я, если на то пошло, я был очень большим противником, чтобы председатель Всемирного конгресса был с Украины, был гражданин Украины. Он пусть будет крымским татарином, этническим. Гражданин, я не знаю, и я бы исходил бы из того, что пусть это будет гражданин государства, входящего в Европейский Союз. Или хотя бы в НАТО. Или, ну, Потому что... даже нет, Ну, с Турцией, знаете ли, я с Турцией Вы немножко... мой намек сразу поняли. Я с Турцией немножко, потому что с Турцией европейцы, они немножко, знаете ли, здесь не очень удачный ход. А вот европейские у нас есть в Литве, у нас есть в Польше, у нас есть в Румынии, у нас есть в Германии, то бишь, у нас есть в Америке. Но сегодня, когда такая ситуация происходит в Крыму, когда очень многие крымские татары страдают от происходящего по понятным причинам, возможно, гражданин Турции, глава Конгресса, мог бы и его команда, условно говоря, помогать, да, потому что мы понимаем, что в Крыму нету никакой силы. Давай будем говорить так. На то это и структура, которые можно заложить несколько, скажем, да, идей, где председатель может быть или глава может быть один, и он будет один, а вот его заместитель или сопредседатели и так далее, это может быть, да, представитель Евросоюза, членов НАТО и так далее. И вот здесь вот играете, поле большое.
То есть, полномочия чтобы предоставлены. менялись они между собой тоже, страны Нет, головующие. давайте будем говорить так. Это уже детали. Это детали по одной простой причине. Это в том случае, когда есть институт, реальный, живой, действующий институт, который, в общем-то, ты знаешь, не сразу создашь, и ситуация может постоянно меняться. Любой жизнедействующий реальный институт, он корректирует в зависимости от ситуации, изменений, реагирует и так далее. Пожалуйста. Последний вопрос по Конгрессу и пану Андрею. Ваша следующая. Нет, просто задача Конгресса способствовать. Такое огромное количество делегатов необходимо в следующий раз или нет? Такое впечатление, как будто на такое большое количество людей тяжело найти ресурс. 400 человек было делегатами в прошлый раз. Где 400? 400 человек собиралось. Это где? Конгресс ты имеешь в виду? Да, Конгресс. Ну, давайте Нужно будем сократить, говорить... может быть, для эффективности? Не, минуточку. Давайте будем говорить так. Напротив, мы в нашем положении, в наших условиях мы должны быть заинтересованы как можно шире охватить земной шар. Мы должны земной шар вовлечь на нашей стороне, выступить в нашу защиту и так далее. И поэтому здесь не надо, потому что они представляют общественность. Не, я понимаю, я про то, что, я так понимаю, что не проводилось, потому что было сложно найти ресурсы. Если сложно найти ресурсы, люди должны, Давайте будем говорить так. Мы очень часто слышим это вот как, это немножко, знаете, уже заезженная такая фраза чиновников, если что, ссылаются на то, что отсутствуют ресурсы. И в то же время, когда дело касается их самих, этих ресурсов всегда находится. Речь идет... Еще одна причина, которая, на мой взгляд, чаще упоминается, чем отсутствие ресурсов, это отсутствие политической воли. Вот а об этом ведь не говорят. Это просто главная причина. Это та причина, о которой умалчивают, а ссылаются, как правило, на материальное. Знаешь, я думаю, что многие бы согласились бы, да, если бы все упиралось бы только в средства. Поскромнее бы провели бы, понимаешь, не пятизвездочный отель, 3-звездочный. Вот да. Раз. За исключением нас, поверьте, граждане Турции, граждане Европы, Америки и так далее, они гораздо более состоятельны, чтобы оплатить свою дорогу сами даже. Я уже не говорю о том, что все-таки Турция при нашей настойчивости и при том, чтобы Украина бы обратилась бы к ним за помощью, да я не исключаю, мы могли бы и какой-то грант евросоюзовский защитить для проведения такого мероприятия. Я просто не исключаю такую возможность при наших возможностях, когда наши лидеры в таком тесном контакте с первыми лицами государств. Наверняка мы начинали этот разговор с того, что 35 лет второму Курултаю, который был первым Курултаем нынешнего периода и который, конечно же, заслуживает быть вторым Курултаем для того, чтобы мы не забывали о преемственности борьбы крымско-татарского народа. Уже народа. сегодня это 6-й. Да. Но мы говорили, вот 35 лет. Самые, по вашему мнению, выдающиеся 3 положительных события крымско-татарского народа за эти 35 лет. И 3 самых отрицательных, что произошли.
Так, что касается самых положительных. Самых положительных, конечно, я думаю, что мы смогли, как народ, как национальное движение и так далее, мы выполнили первую задачу, которая стояла перед национальным движением. Мы вернулись на родину. Мы смогли вернуться. И факт возвращения состоялся, невзирая на то, что какая-то часть еще осталась, но это уже сам факт. Народ возвратился, это раз. Мы возродили и восстановили национальный политический представительный орган народа. В условиях, когда мы продолжаем оставаться по большому праву бесправными, имеется в виду в том, что нас ограничили, нас лишили, нам не позволили реализовать на своей исторической родине свое право на самоопределение. Не говоря уже о том, что не восстановили нас в правах. И мы, собственно говоря, представили народу, что мы не какой-то вот просто сброд и так далее. Мы есть полноценный народ со своей историей, со своей землей, со своими институтами национальными, политическими, традиционными институтами, со своим флагом. И будем говорить так, я все-таки, из всего прочего, я бы, наверное, отметил бы такой момент, когда народ очень достойно себя повел в момент оккупации. Может быть, это кому-то кажется это самое. Вы знаете, у нас очень много было претензий к Украине. Но мы, как народ, проявили очень высокую политическую самосознательность. Мы не позволили вот этим чувствам возобладать, чтобы поддержать. Ведь принцип «враг моего врага – мой друг», да? Мы не преследуем, мы не жили по этим принципам и так далее. Мы рассматривали себя как полноправными, потенциально, полноправными членами этого государства. И у нас были претензии, мы их выставляли, мы боролись. Кстати, до 2014 года в Крыму украинство, имеется в виду как государство, представляли больше крымские татары, нежели этнические украинцы, проживающие в Крыму и в Севастополе. И при этом представленность крымских татар тоже была на очень низком уровне. А это уже политика государства была. Это была политика государства. Даже самое было поразительное, ведь выборы, демократические силы там опирались большей частью на нас. И когда в 2005 году демократические силы в лице нашей Украины выиграли, туда прибыл представитель Матвиенко, начали наши же кадры душить во власти. Народ на нас смотрел и недоумевал, говорит, это за кого мы, в общем-то, здесь боремся и так далее. То есть это вот ремарка. И я бы вот как раз-таки отметил бы позицию народа, который именно, я считаю, что именно благодаря этому сегодня мир все-таки и проблема Крыма, благодаря крымским татарам, это является проблемой, обсуждаемой на международных площадках. Мы в силу своих возможностей способствуем извне. Я уже не говорю за Турцию, которая, в общем-то, стоит. Ведь если на то пошло, вы знаете, самое интересное, я думаю, что 22-й год, активизация
военных действий. Одна из причин, не самая, но одна, это когда в Париже, когда Зеленский поднял вопрос Крыма, и Путин сказал, тема Крыма закрыта, а здесь создается Крымская платформа. Это говорило о том, что Крым в очередной раз поднимается, становится проблемой международного обсуждения. Вот это могло способствовать тоже. Сыновья Рога очень подробно и доказательно о положительных событиях. Не хитрость ли это для того, чтобы не говорить об отрицательном? А вот отрицательные, я вам скажу, но они больше, знаете ли, они больше связаны, наверное, с нашей слабой материальной базой. В первую очередь, слабой материальной, потому что народ после реформы 90, когда деньги советские поменяли, ведь у нас были в советских рублях накопления, да. У нас все пропало. Народ остался без жилья, без средств, без денег, без работы, которые лишали возможности хоть какой-то ежемесячный бюджет иметь, да, пропитание и так далее. Вот это очень сильно подкосило народ. В противном случае, если бы материальная база наша оставалась бы на прежнем уровне, возможности, когда уже в государстве появилось понятие частного сектора и так далее, в том числе и учебных заведений, мы бы, я думаю, выкарабкались бы. Другое дело, мы и должны бы... Вот самая большая наша оплошность, на мой взгляд, это нерешительность руководства была в том, что в самом начале власти правильно восприняли опасность Курултая, что это была параллельная структура власти. Мы и должны были его развивать как параллельная структура власти. Значит так, засчитываем первое событие, это реформа и то, что из-под народа выбили фактически экономическую базу. Второе, не воспользовались возможностями, которые давал Курултай. И 1 минута максимум на третье отрицательное событие. Ну, я думаю, что это, наверное, общее не только наше, но и всех демократических сил Украины, когда мы недооценили потерю покойного Вячеслава Максимовича, когда демократические силы Украины проиграли бывшей партноменклатуре. И Украина больше, демократия, это больше, знаете, было внешнее, нежели в действительности. Я далек. Это наше общее было. Вот знаешь, мне на самом деле многое из того, что говорил Сыновья Рога, и что, я надеюсь, он будет и продолжать говорить и отстаивать, было или знакомо до определенной степени, или не вызывало удивления. Конечно, очень много я узнал из того, к чему я, как человек не безучастный, но все-таки не из крымско-татарской общины, да, общества, я не причастен к этому, но осознаю важно. А вот то, что он сказал в самом конце, для меня было неожиданностью. Хотя неожиданностью только потому, как он это выразил, а в смысле, что этим он подчеркнул общность и способность крымских татар быть равноправными участниками строительства и отстаивания украинского государства, я думаю, что, возможно, для меня сегодня это самое ценное, что я услышал. А для меня было самое ценное то, что мы должны уважать прошлое, но и бороться сами и быть ответственными за сегодняшний день. Чох саунас. Аллах разы olsun. Смотрите Диван подкаст, слушайте Громадское радио и следите за Кремлем. Чох саунас.